Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Саванна в это время года напоминала пороховой погреб. Воздух, раскаленный и неподвижный, дрожал над горизонтом, превращая далекие акации в призрачные, расплывчатые пятна. Алекс сидел на крыше своего старого внедорожника, приложив к глазам бинокль. Его работа в заповеднике часто состояла из томительного ожидания, но сегодня тишина казалась особенно тяжелой, почти осязаемой. Казалось, сама природа затаила дыхание, ожидая искры, которая превратит этот мир в пепел. Дождя не было уже 3 месяца. Земля под ногами превратилась в сеть глубоких трещин, похожих на шрамы, а трава, некогда сочно-зеленая, теперь была цвета старой латуни. Алекс медленно вел линзами по кромке редколесья. В такой зной хищники обычно забиваются в самую густую тень, экономя каждую каплю влаги и крупицу сил. Он знал это место как свои 5 пальцев, но сегодня что-то в ритме пустыни сбилось. Вдруг боковым зрением он уловил движение. Что-то рыжее, маленькое, стремительно отделялось от зарослей кустарника. Алекс замер. Из высокой травы, спотыкаясь и едва не падая от усталости, выкатился львенок. Это было не просто странно, это было противоестественно. Львята такого возраста, на вид ему было месяца 3, никогда не разгуливают в одиночку, тем более на открытом пространстве в разгар дня, когда стервятники только и ждут момента, чтобы спикировать вниз. Малыш бежал прямо к машине, игнорируя инстинкт самосохранения. Его движения были лихорадочными, испуганными, а в каждом шаге сквозила мольба. «Эй, парень! «Ты где потерял маму?» — тихо пробормотал Алекс, медленно спускаясь с крыши. Он ожидал, что зверь испугается металлического лязга двери или звука человеческого голоса, зашипит или бросится наутек. Но произошло немыслимое. Львенок подбежал вплотную. Вместо того, чтобы выпустить когти, он прижался к пыльным ботинкам Алекса и издал тонкий, надрывный звук. Не рык, а жалобный, почти человеческий скулёж. Его бока тяжело вздымались, шерсть была свалявшейся, а в глазах читалось нечто большее, чем просто голод. Это было чистое, концентрированное отчаяние. Алекс почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он проработал с дикими животными 10 лет и знал. Природа не просит пощады и редко ищет контакта с человеком. Если этот комок меха пришел к нему, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. Львенок отбежал на несколько метров в сторону леса, обернулся и снова заскулил, заскребя лапами по сухой, как наждак, земле. Он явно звал за собой, приглашая человека в мир, куда людям вход обычно заказан. «Хорошо, малыш, я иду». Алекс быстро закинул в салон сумку с медикаментами, схватил тяжелые кусачки и флягу с водой. В такие моменты некогда вызывать подмогу по рации, сигнал в этом районе был слабым, а каждая минута могла стать решающей. Путь через лес был недолгим, но изнуряющим. Колючие кустарники цеплялись за одежду, а раскаленный песок проникал в обувь. Львенок постоянно оглядывался, проверяя, не отстал ли его странный союзник. Они миновали высохшее русло ручья и вышли к каменистому холму, у подножия которого громоздились древние валуны. Там, в тени огромного плоского камня, Алекс увидел то, что заставило его сердце сжаться от ярости и жалости одновременно. Львица. Крупная статная самка лежала в неестественной ломаной позе. Вокруг ее задней лапы и туловища тугими безжалостными кольцами обвилась стальная проволока, браконьерская петля.
Чем больше кошка пыталась вырваться, тем сильнее впивался металл, разрезая кожу до самой кости. Земля вокруг была перепахана когтями и пропитана засохшей кровью. Львица билась здесь не один час, а может и не один день, медленно умирая от жажды и боли под безжалостным солнцем. При виде Алекса львица мгновенно преобразилась. Измученная, истощенная, она все еще оставалась королевой этих земель. Раздалось глухое вибрирующее рычание, от которого задрожал воздух в легких Алекса. Она оскалилась, обнажая мощные клыки, и попыталась подняться, но проволока рванула раны, и она повалилась обратно на камни, захлебываясь в яростном, бессильном хрипе. «Тише, девочка, тише». Алекс остановился в 10 шагах, подняв пустые ладони. Он старался не смотреть ей прямо в глаза, чтобы не провоцировать новую вспышку агрессии. В этот момент львенок сделал то, что окончательно разрушило барьер между видами. Он подбежал к матери, невзирая на ее грозный рык, потерся мордочкой о ее искусанную щеку и начал тихо урчать, перебирая лапами. Его поведение было абсолютно понятным. Он успокаивал ее, словно убеждая, что этот двуногий пришел не за трофеем, а с миром. Львица затихла. Ее янтарные глаза, полные первобытной боли и глубокого недоверия, вонзились в Алекса. Он медленно опустился на колени, сокращая дистанцию, но не нарушая ее личное пространство. Воздух между ними, казалось, наэлектризовался. «Тебе нужно попить», — прошептал он, доставая складную миску и наполняя ее водой из фляги. Он осторожно подтолкнул миску длинной веткой к голове животного. Сначала львица лишь дернула ноздрями, чувствуя непривычный запах пластика. Но запах воды в этой иссушенной пустыне был сильнее страха. Она сделала первый, осторожный глоток, потом второй. Жадно, теряя капли на пыльной, свалявшейся шкуре, она осушила миску. Затем Алекс достал из сумки вяленое мясо. Свой обед. Он бросал небольшие кусочки, стараясь не делать резких движений. Львица ела медленно, ее агрессия постепенно сменялась тяжелой, изнуренной апатией освобождения. Она поняла главное. Этот человек дает жизнь, а не отнимает ее. Наступил самый опасный этап. Чтобы перекусить стальной трос, Алексу нужно было подойти вплотную, на расстояние удара лапы. Один взмах, даже ослабленной кошки, мог оставить его инвалидом или убить на месте. Инструмент в его руках казался слишком маленьким против этой грубой силы браконьерской ловушки. «Держись», — сказал он, обращаясь скорее к самому себе, чувствуя, как пульс стучит в висках. Он сел рядом с ее раненой лапой. Львица напряглась, ее хвост нервно дернулся, ударив по камням, но львенок тут же улегся у ее головы, словно живой оберег. Алекс взялся за кусачки. Металл троса был каленым, он сопротивлялся. Проволока глубоко ушла в мягкие ткани, вызвав отек. Стоило инструменту коснуться металла, как львица вздрогнула и издала приглушенный стон, от которого у Алекса пошли мурашки. Он действовал максимально аккуратно, стараясь не задевать открытую рану. Раздался резкий, сухой щелчок. Первая нить троса поддалась. Это была ювелирная работа в условиях ада. Пот застилал глаза, руки дрожали от колоссального напряжения, а запах крови и перегретой на солнце шерсти кружил голову. Каждую минуту он замирал, давая кошке привыкнуть к новой вспышке боли. Она терпела. Это было невероятное, почти мистическое проявление высшего доверия. Хищник, веками ненавидевший человека, позволил ему прикасаться к своим самым уязвимым местам.
Когда последняя петля, сжимавшая грудную клетку и мешавшая нормально дышать, с лязгом упала на камни, львица глубоко, всей грудью выдохнула. Этот звук облегчения эхом отразился от скал. Но работа еще не была закончена. Раны выглядели скверно, края были рваными, воспаленными и уже начали привлекать насекомых. Алекс достал антисептик. Когда холодная жидкость коснулась обожженной плоти, львица дернулась, ее когти непроизвольно вспороли землю, но она не напала. Она лишь плотно прижала уши, позволяя человеку закончить дело. Алекс наложил тугие повязки с мощной заживляющей мазью. Временная мера, но она должна была защитить от вездесущих мух и инфекции. Финальным штрихом стал укол антибиотика и сильного обезболивающего. «Теперь ты справишься, королева», — сказал Алекс, медленно убирая инструменты в сумку. Он отошел назад к склону и сел на камень, наблюдая. Львица не сразу поняла, что железная хватка исчезла. Она осторожно пошевелила лапой, затем попыталась встать. С первой попытки она рухнула. Мышцы затекли и отказывались служить. Но львенок был тут как тут. Он подталкивал мать носом, бегал кругами, заражая своим детским неуемным оптимизмом. Прошло около часа. Действие лекарства начало притуплять боль, возвращая ясность мысли. Львица, наконец, поднялась на все 4 лапы. Она стояла неуверенно, пошатываясь, но в ее осанке снова проступила былая мощь и грация, которую не смогла сломить даже стальная петля. Солнце начало клониться к горизонту, окрашивая саванну в глубокие кроваво-красные и пурпурные тона. Жара спала, сменившись легким, прохладным бризом, принесшим запахи далекой влаги. Львица повернула голову в сторону Алекса. Это не был взгляд дикого зверя на случайную добычу. Это был долгий, тяжелый, осознанный взгляд существа, которое поняло чудо своего спасения. В этом молчаливом диалоге было сказано больше, чем в любых научных трудах о поведении животных. Она не подошла, не издала благодарного звука. Она осталась верна своей природе, и в этом было ее высшее достоинство. Но в ее глазах больше не было того ледяного холода ненависти, который Алекс видел в начале. Она коротко, гортанно рыкнула, призывая детеныша, и медленно, все еще заметно прихрамывая, направилась в сторону густых зарослей, где ее ждала безопасность. Львенок, прежде чем окончательно скрыться в высокой траве, на секунду остановился, посмотрел на Алекса, забавно тряхнул ушами и издал короткий звук, похожий на чихание, будто ставя точку в этом невероятном дне. Алекс долго сидел в сгущающихся сумерках, слушая, как постепенно затихает шорох их шагов и сухой треск веток. Его одежда была испорчена, руки соднили от порезов, а впереди была долгая дорога к лагерю по ночной саванне. Но внутри него разливалось удивительное, тихое чувство удовлетворения. Говорят, что никто не понимает боль родителей лучше, чем их дети. Маленький львенок, перешагнувший через свой страх и пришедший за помощью к врагу, доказал это всему миру. А Алекс, возвращаясь к своему джипу под первыми яркими звездами Африки, точно знал, сегодня он не просто спас жизнь, он прикоснулся к тайне, которая делает этот суровый мир чуть более человечным.